Израильские выборы – это всегда неожиданные результаты, это всегда какие-то сенсации. На этот раз не обошлось также и без неожиданностей, и без сенсаций. Во-первых, объединение перед самыми выборами двух крупных правых партий Ликуда и «Наш дом Израиль», который возглавляется Либерманом, оказалось проигрышным для двух этих партий. И результаты выборов показали, что они вышли значительно ослабленными. В политической жизни не сработало арифметическое правило, когда сумма двух слагаемых оказывается больше каждого из этих слагаемых. Получилось, что каждый из них набирал на прошлых выборах гораздо больше, чем они набрали в сумме сейчас. Если в 18-м Кнессете у них было 42 места в сумме, то сейчас они получили всего 32 места в сумме, объединившись в единый блок. Это первая неожиданность, которая, конечно, ударила сильно по правому лагерю и в результате значительно подорвала и позиции самого Нетаньяху. Хотя Нетаньяху пока остается бесспорным лидером не только правого крыла израильского общества, но и в целом всего Израиля. Именно ему доверяют лидерство в основном израильтяне. Что касается левого блока, то традиционные левые партии, такие как Авада и Мерец, они тоже несколько улучшили свои результаты по сравнению с прошлыми выборами, но нельзя сказать, чтобы это была какая-то решающая победа. Все-таки левый блок остается пока в загоне в Израиле и в таком маргинальном положении. Но интересно, что к левому блоку сейчас, к левоцентристскому блоку скорее, стали относить и партии, которые, в общем-то, левыми трудно назвать. Допустим, к левоцентристскому блоку относят и партию Ципи Ливни, которая была создана тоже непосредственно под выборы, и набрала 6 голосов для представительства в Кнессете. Ливни, которая, в общем-то, является выходцем из рядов Ликуда, Ливни, которая всегда подчеркивала свои ликудовские корни. Тем не менее, она оказалась в левоцентристском лагере. То же самое можно сказать о партии Кадима, бывшем лидере, бывшем фаворите прошлых выборов, которая на этих выборах едва-едва преодолела избирательный порог. Эта партия тоже была создана в недавнем прошлом одним из самых правых лидеров Израиля, Ариэлем Шароном, в определенных целях. Но, тем не менее, сегодня она тоже числится в левоцентристском блоке. То есть, как определяются эти разделения? По-прежнему сохраняется принцип разделения на левых и правых по отношению к проблеме палестино-израильского урегулирования. И это видно очень характерно для израильской политики. К этому же левоцентристскому блоку относится и сенсация последних выборов. Партия Еш-Атид, в переводе «Есть будущее», партия, которую возглавляет очень известный израильский журналист, бывший телеведущий, писатель Яир Лапид. Это совершенно новая фигура для израильской политики. Так же, как и его партия, в которой фактически места, которые будут заняты ее представителями в Кнессете, это все будут новобранцы. Никто из них никогда в прежнее время не был депутатом Кнессета и не являлся каким-то политическим деятелем. Эта партия – это лицо Израиля, который, в общем-то, не очень доволен сложившейся сейчас ситуацией, который устал от слишком прошлого правого курса предыдущего правительства. Это Израиль, который хочет
перемен, не слишком больших перемен, но перемен и прежде всего в сфере экономической. Это Израиль, о котором есть такая шутка. Треть Израиля встает рано утром на работу, треть Израиля служат резервистами в армии, треть Израиля платит налоги, и все это одни и те же люди. То есть вот эта треть, это как раз и являются, она как раз и представлена вот этой вот партией Еш Атид, которая, лозунгом которой в ходе избирательной кампании было разделение национального бремени. То есть это те люди, которые хотят, чтобы вот это вот бремя на них лежащее, оно все-таки было распределено более-менее равномерно и между ультрарелигиозным сектором израильским, который пользуется привилегиями в отношении службы в армии и никогда нигде особо не способствует процветанию экономическому, хотя получает большие дотации от государства. Они хотят также разделения бремени в том, что касается уплаты налогов, потому что считают, что не слишком обременены самые богатые слои израильского общества налоговым бременем и так далее. В общем и целом это светские люди, хотя и не отрицающие и принимающие религиозные ценности. И сам Лапид, он, в общем-то, человек, не чуждающийся, скажем так, религии. Это вот лицо такого довольно молодого Израиля и Израиля, который хочет определенных перемен. Вторая сенсация этих выборов – это партия Байт Ехуди, еврейский дом. Партия, которую возглавляет очень молодой лидер Нафтали Беннет, который является также коренным израильтянином, хотя и американского происхождения. Это человек, прошедший армию, отслуживший в довольно элитных частях, сделавший состояние в высокотехнологичном бизнесе, в интернетовском бизнесе, продавший этот бизнес и занявшийся политикой. Ему всего 40 лет, и его, так сказать, основная фишка, что ли, это возрождение бренда религиозного сионизма. Религиозного сионизма, который был когда-то одним из наиболее сильных и привлекательных течений в израильском политическом спектре. Была партия, национально-религиозная партия Мафдал, но ее позиции были очень подорваны в течение последних десятилетий. И на последних выборах она имела, по-моему, 3 или 4 места в Кнессете. И вот этот бренд религиозного сионизма Беннет сейчас поднял на щит и выступает как его представитель. Причем эта партия, конечно, очень правого толка. Она представляет в значительной мере поселенческие круги. Сам Беннет участник поселенческого движения и был руководителем одного из поселенческих советов. Он не скрывает своих совершенно категорического неприятия решения палестинско-израильского конфликта на основе принципа двух государств и выступает за аннексию части западного берега, большей части западного берега. Вот эти два молодых лидера, с одной стороны, это такое светское население с религиозными коннотациями, я бы сказала, с другой стороны, это религиозно-сионистские круги, но с наклонностями к такой светской публике, потому что Беннет не хочет отталкивать и светских избирателей от своей партии, и светская молодежь, надо сказать, довольно
активно клюнула, так сказать, на этот его имидж и голосовала за него. Та светская молодежь, которая поддерживает поселенческое движение и идею создания Великого Израиля.